Братишки и сестренки, а также друзья и зрители канала, у нас вышел ролик с подведениями итогов 2025 года от директора проекта, в лице которого выступил Мориц Бокельман. По сути, ничего нового, просто перечень обновлений и их статистику. В конце повесил интригу, что нам сейчас ничего не скажут о дальнейших планах на развитие проекта, но взамен начало января, когда все выйдут из рождественских каникул и отпусков, порадует нас приятными известиями. Ну, давайте обо всем по порядку. Всем позитивного времени суток. Вы на канале EvilFluff, и мы начинаем. Нас ожидает приветствие от Big Bo, и он уведомит о том, что нас ожидает последний дневник разработчиков в этом году, что логично, учитывая дату. Вот только я считаю, что дневник разработчиков должен по уже сложившейся традиции делиться с нами новостями или отчетом о грядущих обновлениях, нововведениях, либо о разработке или реворке какого-либо нового вида активностей. А как вы считаете? Напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Big Bo же посчитал, что дневник нужен для ностальгии и влажных воспоминаний, когда трава была зеленей. Я бы предложил назвать этот ролик просто подведением итогов года, что действительно соответствовало бы теме ролика и его содержимого. По словам Big Bo, за прошедший год игра увидела 16 патчей и 3 глобальных обновления, последние из которых увидела свет несколько недель назад. И Big Bo, прежде чем перейти к итогам года, предлагает еще раз похвалить себя за разлом миров. По мнению Бокельмана, целью обновления было вдохнуть новую жизнь во фракционные войны, сделав их динамичней и создавать моменты, когда целые фракции объединяются для простого мужицкого мордобоя. По факту мы знаем и видим, что получилось. И команде разработчиков было очень приятно видеть, как игроки приняли новое обновление. С момента запуска в игре было 50 миллионов убийств и нокдаунов в сумме, а количество ежедневных убийств выросло почти в 3 раза по сравнению с периодом игры до обновления. Также было очищено почти 500 000 фракционных лагерей и осадили более 1000 крепостей по всему королевскому континенту, что, скажем так, довольно-таки впечатляет и внушает. Этот уровень вовлеченности действительно вдохновляет разработчиков, и им очень приятно видеть, что многим игрокам понравилось обновление системы, но даже по словам Бокельмана осталась пара проблем, которые нужно решить, для решения которых, кстати, разработчики внимательно прислушиваются к обратной связи от игроков, что в этом обновлении, справедливости ради хочу заметить, соответствует его словам по факту, и признал, что баланс между фракциями не совсем такой, каким его хотели бы видеть разработчики. Как оказалось, защита крепостей слишком проста по сравнению с их атакой. Эти и другие малые проблемы рассматриваются группой разработчиков, и уже планируются новые улучшения к и без того успешному началу разлома миров. Но само обновление разлома миров — это всего лишь один из моментов в минувшем году. Потому нам предлагают сделать шаг назад и посмотреть на минувший 2025 год. Надеюсь, это не завуалированный намек на бэкап проекта с долгожданным вайпом серверов, которые чатовские оракулы предсказывают перед каждым началом проф-работ. Альбион за этот год расширился в новое пространство, внедрил новый игровой процесс, приветствовал новых игроков с новых платформ и укрепил свои связи с обществом. Каждое обновление улучшало игру по-своему, и вместе они создали более яркий и разнообразный мир. Год начался с обновления «Преступный рубеж», что сосредоточился на запределье и привнес логово контрабандистов, а также их торговую сеть, что, по словам Big Bo, дало игрокам больше свободы в глубинных уголках запределья. Это также позволило снизить сложность игры вдали от королевских городов. Эти изменения улучшили долгосрочное здоровье контента с открытым миром, сделав тем самым запределье более доступным и снизив доминирование устоявшихся групп. Преступный рубеж также добавил большое удобство при игре в черных зонах, побудив игроков больше исследовать их, завлекая их туда различными активностями, после чего внимание перенеслось под землю, вместе с обновлением глубины бездны, что привнесло новые подземелья глубины. PvP подземелья для малых групп, что предоставляли им напряженные сражения в формате эвакуации для дуо и трио пачек с быстрыми боями и правилами, что позволяют держать расходы в разумных пределах. Благодаря логову антиквара в королевских городах игроки сразу же смогли погрузиться в захватывающее сражение без долгих подготовок и поездок. Со временем глубины приобрели свою собственную идентичность по типу врат ада и проклятых подземелий. Они предлагают альтернативную точку входа в PvP для новых игроков и расширяют конкурентную среду для ветеранов. Глубины бездны также принесли значительные изменения и улучшения для новых игроков. Упрощение раннего процесса, обновление инструкций по обучению и улучшение введения, чтобы игроки смогли лучше понимать игровые системы и активности. Мы также добавили более четкие цели, лучшие награды и прочее. Конечно же, с улучшением навигации в ранних знаниях.
Эти изменения помогли новым игрокам лучше ориентироваться в Альбионе, а также сделали их приключения более плавным и увлекательным. Помимо улучшения игры и повышения ее доступности, разработчики также сделали большие шаги для привлечения новой аудитории в проект, как и укрепления связей с сообществом. Альбион расширился и привлек новую аудиторию благодаря двум крупным запускам на платформах Epic Games Store весной и Xbox Game Pass осенью. Эти релизы привлекли множество игроков в мир Альбиона. Это больше, чем просто рост численности. По словам Big Bo, новая аудитория поддерживает здоровую экономику и гарантирует, что в игре всегда будут новые лица, что будут входить в новые гильдии, формировать новые группы для участия в активностях Альбиона. Мы также попробовали что-то новое этим летом. The Crucible – событие длиной в месяц, с участием более 100 создателей контента, которые сформировали свои собственные гильдии и сражались за настоящие парные галатины, выкованные командой Men at Arms. Если вы не видели, как они были созданы, ссылочка на их создание в описании. Это событие привлекло тысячи новых глаз к Альбиону, продемонстрировав глубину системы нашей песочницы и подарило истории, которые сообщество обсуждает до сих пор. Подобные мероприятия помогают расширить аудиторию игры, укрепляя связь между игроками, создателями контента и, конечно же, разработчиками. И Big Bo с командой ждет с нетерпением, чтобы попробовать провести подобные мероприятия снова. Также было вложено больше усилий для прямого общения с сообществом. Инициатива Albion Unlock, организованная AMA на Reddit, что включает в себя стримы, общение и обсуждения, которые помогали разработчикам принимать решения в течение года. Эти диалоги помогали разработчикам лучше понять приоритеты игроков и позволить разрабам делиться с игроками их планами и причинами тех или иных решений. Это двухсторонний обмен оказался невероятно ценным, и это то, что разработчики планируют делать в предстоящие годы. В целом, 2025 год стал годом стабильного и значимого роста. Каждое обновление улучшало Альбион по-своему, и каждое событие укрепляло связь между игрой и ее игроками. И хотя разработчики гордятся тем, как далеко они продвинулись, они все еще были взволнованы тем, что ждет их впереди. Январь должен ознаменовать начало следующей главы. Надеюсь, разрабы услышали многих игроков, как и меня в частности, и предлагаемые нами идеи касательно морского контента, пиратства, а также захвата островов и их обустройства крупными гильдиями, которые могут быть добавлены в рамках игрового мира. Обычно это момент, когда разработчики говорят о планах на Новый год. И хотя эти планы хорошо продвигаются, Big Bo собирается сделать привычные вещи немножко по-другому. В этом году он закончит видео на захватывающей ноте. Правда, какой именно, не сказал. Но поделился с нами тем, что у разрабов огромные и захватывающие планы на 2026 год, изменения, которыми разработчики действительно хотят поделиться с нами. И хотя он не может нам ничего пока раскрыть, решил выразиться так. Дела начинают уже накаляться за кулисами, потому вместо того, чтобы раскрывать все сейчас, Big Bo просит нас быть немножко терпеливее, ведь они берегут детали для января, когда они объявят о крупных новостях. Звучит весьма расплывчато и туманно, и никто не обещает, что они будут радостными для всех. И далее звучит стандартный набор благодарностей для всех за поддержку в 2025 году. Это был еще один невероятный год в Альбионе, и разрабы благодарны за возможность поделиться с такой страстной и преданной общиной, правда не сказал поделиться чем. Пожелал наслаждаться оставшейся частью сезона и желает нам замечательных праздничных каникул. И на этом все. Ну а я всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. Пишите свои впечатления и мысли о большой интриге в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком. Или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. До новых встреч!